Ло Фэн движется молниеносно в плане культивации. Хотя иногда на это уходят и десятки тысяч лет, но это все равно куда быстрее его сверстников. Но мы рассмотрим, когда Ло Фэн становится существом уровня истинного бога. Это, естественно, название уровня культивации в Пожиратель звезд. Это означает, что во всем Вселенском океане и даже в первозданной Вселенной, среди всех живых существ, которые знают о Ло Фэне, он становится обладателем самой пугающей силы. Более того, в это же время у него идет противостояние с секторным зверем по имени Бэйди, который вскоре должен эволюционировать до зверя 6-го уровня. Для лучшего понимания, зверь 3-го уровня уже сопоставим с Вселенским Верховным Мастером. Те, кого нам обычно показывают как сильнейших, находятся лишь на уровне почтенного Вселенной, а над ними стоят Вселенские Верховные Мастера, соответствующие 3-му уровню секторных зверей. А Бэйди должен был достичь 6-го уровня. Их битва была невероятно ожесточенной, но это уже другая история. Сегодня мы рассмотрим, как Ло Фэн становится истинным богом, самым ужасающим существом всей Вселенной. Все начинается с того, что Бэйди, сильнейший секторный зверь в своем гнезде, начинает беспокоиться о происходящих событиях во Вселенском океане, особенно о Ло Фэне, которого уже признали мастером номер 1. Бэйди хотел понять, стал ли Ло Фэн истинным богом, ведь если это так, он станет еще более опасным. Даже когда Ло Фэн был всего лишь вселенским почтенным и мастером Вселенной, он уже сражался с секторными зверями 3-го уровня и сумел подавить их, получив при этом тяжелые ранения. Если же Ло Фэн станет истинным богом, его сила станет практически безграничной. Это создавало колоссальное давление на Бэйди, поэтому он решил ускорить собственную эволюцию и начал пожирать других секторных зверей. Из-за этого его способность контролировать территорию ослабла, но он сосредоточился исключительно на усилении себя. После поражения Марасы все секторные звери впали в ужас, ведь до появления Бэйди именно Мараса считался самым сильным. Они осознали, что во Вселенском океане скрывается множество могущественных существ, и потому отказались от прежнего медленного роста, начав эволюционировать с пугающей скоростью. Древние боги Вселенского океана почувствовали эти изменения и пришли к выводу, что финальная война с секторными зверями приближается, и спасти всех сможет лишь Ло Фэн. Представители всех рас, люди, демоны и сотни других были охвачены тревогой и надеялись, что Ло Фэн как можно скорее станет истинным богом, иначе вселенский закон может быть уничтожен. Сам Ло Фэн вернулся к загадочному черному полосатому каменному столбу внутри вселенского корабля, особого артефакта, способного перемещаться в любую точку Вселенной. Внутри этого столба время текло с невероятной скоростью. Используя силу своей воли, Ло Фэн попал в область, где время шло в 500 тысяч раз быстрее обычного. Это означало, что за 1 год во внешнем мире там проходило 500 тысяч лет. В своем личном пространстве культивации он ускорил развитие до предела, достигая ускорения вплоть до 10 миллионов раз, а в экстремальных областях даже больше. Он оставил там свою божественную энергетическую форму для непрерывной тренировки, а его истинное тело отправилось в долгое путешествие по опасным регионам, изучая древние расы и наблюдая за жизнью и смертью во всей Вселенной. Он видел прошлое Земли и возможное будущее, и почти во всех вариантах секторные звери уничтожали Солнечную систему. Лишь в одном редком варианте будущего Земля процветала бесчисленные эры, и это было возможно только если Ло Фэн уничтожит угрозу 20-го сектора. Наблюдая за движением Солнца, Земли и звезд, Ло Фэн внезапно осознал, что все системы жизни, небесные структуры и даже сами секторные звери подчиняются единому глубинному закону Вселенной. Несмотря на различия, все в итоге стремится к одной и той же истине. Это понимание подтолкнуло его к необходимости как можно скорее достичь 3-й стадии божественной силы. А если ты фанат китайских дунхуа, это телеграм-канал аниме 3D Дунхуа для тебя. Новости, серии и все самое интересное. Подписывайтесь, ссылка в описании. Сравнивая свою совершенную жизненную структуру со структурой секторных зверей, он обнаружил скрытое сходство между ними.
Это откровение изменило его взгляд на эволюцию жизни. Используя это понимание, Ло Фэн начал перестраивать собственную жизненную структуру. Его тело, состоящее из бесчисленных частиц божественной силы с отпечатками души, начало самоорганизовываться. Хотя он уже достиг высшего известного уровня жизненных генов 8999 раз, новое осознание позволило внести крошечное, но ключевое изменение. Это вызвало цепную реакцию. Части его жизненной структуры начали разрушаться и перерождаться в миниатюрные версии самого Ло Фэна. В одно мгновение вся его структура превратилась в 100 тысяч сияющих точек, каждая из которых была миниатюрным Ло Фэном с собственной сложной системой жизни. Подобно тому, как секторные звери состоят из 100 тысяч малых тел, новая форма Ло Фэна стала еще более совершенной. Трансформация распространилась по всему его телу, словно чернила в воде. Золотой свет охватил ладони, руки, а затем все тело. За считанные секунды Ло Фэн превратился в фигуру из чистого золотого света. Когда процесс завершился, произошел ужасающий взрыв силы, превосходящий даже самоуничтожение мастера Вселенной. Бесчисленные лучи золотого света распространились по Солнечной системе, Млечному Пути, человеческой территории и всей первозданной Вселенной, игнорируя расстояние и материю. В этом свете содержались высшие законы Вселенной. Все формы жизни ощущали, как золотой свет касается их душ. Когда свет рассеялся, мир вернулся к норме, но образ золотой фигуры навсегда запечатлелся в душах всех существ. Ло Фэн завершил свою высшую эволюцию и стоял на пороге становления истинным богом. Хотя он еще не завершил прорыв полностью, он уже заставлял истинных богов преклоняться. Все пришли к выводу, что Ло Фэн начал прорыв к истинному богу с пугающей скоростью. Даже альянс пространственных зверей был шокирован, ведь они знали все пути культивации, но никогда не видели подобного. Независимо от пути, законов или божественной силы, никто прежде не заставлял всю Вселенную склоняться. Люди были переполнены гордостью и надеждой. Бело-золотой истинный бог пояснил, что Ло Фэн выбрал чрезвычайно трудный путь, требующий усилий бесчисленных эр, и именно поэтому его достижение столь шокирующее. Вскоре Ло Фэн осознал результаты прорыва. Его уровень жизненных генов достиг поистине невероятного значения. 100 тысяч раз, легендарного уровня, недостижимого даже для древних цивилизаций. Он начал финальный этап прорыва. Все его тела соединились, он поглотил огромное количество божественной энергии и сформировал океан законов, создавая тело, способное бесконечно восстанавливаться. Его предел достиг диаметра 12 световых лет. Он вошел в свою божественную страну, которая начала расширяться в миниатюрную вселенную. В отличие от обычных истинных богов, чьи вселенные ограничиваются 100 миллионами световых лет, мир Ло Фэна продолжал расти, пока не стабилизировался на размере 1 миллиард световых лет в диаметре, прорвав мембрану первозданной Вселенной и распространившись по Вселенскому океану. Эта новость потрясла всех. Все расы радовались, ведь Ло Фэн стал их надеждой в борьбе с секторными зверями. Даже его враги испытали облегчение. Древние существа вроде Пурпурной Луны были ошеломлены, поскольку даже высшие эксперты прошлых цивилизаций не могли создать такую мини-вселенную при становлении истинным богом. В итоге Ло Фэн стал истинным богом, а его битва с угрозой 20-го сектора — это еще более интересная информация. Если вам интересно, напишите в комментариях, а также давайте наберем 2000 лайков, и я сделаю такое видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!